Тотальная система слежения за вашими финансами. Банковские карты только на российских и белорусских платежных системах. Все это предусмотрено новым указом номер 363, который Лукашенко подписал 23 сентября. В чем суть этого указа? Кто именно обязан соблюдать его условия? Для чего и почему на самом деле приняли данный указ? И чем это грозит гражданам Беларуси? Об этом смотрите в сегодняшнем выпуске. 23 сентября Лукашенко подписал очередной указ номер 363, после которого ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Это касается абсолютно всех – рабочих, бизнесменов, пенсионеров, студентов, молодых матерей, всех, кто живет и получает какие-либо доходы на территории Беларуси. Указ обязывает всех граждан, в особенности тех, кто получает какие-либо социальные пособия, пенсии и стипендии, открывать в банках базовые счета и на них получать свои доходы. Начнем с того, что вообще такое этот базовый счет. Это обычный счет в банке, но по словам чиновников, именно базовый счет предоставит возможность воспользоваться банковскими услугами бесплатно. Звучит замечательно. Белорусские чиновники отлично умеют прикрывать свои деяния благостными намерениями. Но, как всегда, в белорусском законодательстве есть большое «но». Во-первых, бесплатными будут только некоторые услуги, которые определил Национальный банк. Например, открытие и закрытие такого счета, зачисление на этот счет пенсии или пособий, перевод денег со своего базового счета на текущий счет этого же банка или оплата услуг в ЕРИП. А вот снятие наличных будет бесплатно только для определенной суммы денег и только в банкоматах и кассах банка, где открыт этот счет. То есть, если вы захотите пополнить счет мобильного телефона, то это вы можете сделать без проблем через систему ЕРИП. При этом с вас не будет взиматься комиссия. Но если вы захотите снять наличные, да еще и в банкомате не вашего банка, будьте добры, заплатите. Во-вторых, бесплатными эти услуги будут только по тем базовым счетам, которые были открыты в государственных или подконтрольных государству банках. Частные банки тоже имеют право открывать базовые счета, но также имеют право и взимать оплату за них, как за обычные текущие счета. Получается, что вы можете открыть базовый счет в любом банке, но если это не государственный банк, то вам придется заплатить за открытие и ведение базового счета, как за обычный текущий счет. По сути, в указе прописана обязанность всех граждан, которые получают пособие, пенсии или стипендии, к 2025 году переоформить получение денег именно на такие базовые счета. В противном случае выплаты будут приостановлены. В указе также предусмотрено, что карточки, привязанные к таким базовым счетам, будут работать только на основании белорусской платежной системы. Или это будет кабейджинговая карточка, выпущенная в рамках двух платежных систем, одна из которых будет, конечно, белорусская. Похожие карты выпускают давно в России, например, карта МИР, одновременно работающие и в системе MasterCard, и в российской платежной системе. То есть на территории России вы проводите платежи через российскую платежную систему, а выезжая за границу, вы можете оплачивать все через систему MasterCard. В Беларуси можно предположить, что одна из систем будет Белкарт, а вот вторая хорошо, если это будет MasterCard или Visa, а не российская платежная система, хотя в условиях интеграции возможен и такой вариант. Что касается получения зарплаты, то в соответствии с указом физлицо просто имеет право иметь такой счет. И если физлицо проявит волеизъявление получить зарплату именно на базовый счет, наниматель будет обязан это сделать. И это не бесплатно для нанимателя. За перевод денег на базовый счет наниматель обязан будет заплатить комиссию, как за обычный банковский перевод между разными банками. Ну а мы с вами знаем, как проявляется волеизъявление граждан, особенно на государственных предприятиях. Сначала всех в государственной структуре заставят оформить такие счета, потом возьмутся за частные компании. Даже в указе предусмотрено внесение последующих изменений, например, через закон об исполнительном производстве. Очевидно, что преимуществ не очень много. Напишите, кстати, комментарий, хотели бы вы воспользоваться таким базовым счетом, и что вы думаете вообще по этому поводу. Итак, вернемся к указу. Зачем Лукашенко подписал этот указ? Неужели он действительно решил позаботиться о социальной защищенности граждан? Конечно же нет. Причины принятия такого указа кроются в желании правительства вернуть деньги в белорусские банки.
За последние 1,5 года недоверие к банковской системе со стороны белорусского населения только усиливалось. Это подтверждается и увеличением объемов наличных денег в обороте. Только за последние 8 месяцев объемы денег увеличились на 350 миллионов рублей, и это на 9% больше, чем в начале года. Мы также наблюдаем и общее снижение пассивов банка, то есть депозитов, особенно в валюте. За последний год депозиты физических и юридических лиц в белорусских банках снизились почти на 3 миллиарда рублей. Рублевые депозиты граждан за последний год снизились на 4,5%. А вот валютные депозиты физических лиц растаяли на глазах. За последний год объем валютных депозитов уменьшился почти на 30%. Такая ситуация опасна для банковской системы, так как происходит стремительное падение валютной ликвидности. Цена на иностранную валюту будет повышаться, а реакция населения может быть неоднозначной. Мы уже наблюдали, как в 2011 году, когда в ожидании еще большего повышения курса, люди скупали валюту в банках, провоцируя еще больший скачок курса. Еще один важный показатель – это соотношение процентных ставок с кредитными ставками. В июле этого года средняя ставка по кредитам составляла 12,5% в белорусских рублях и 7% в валюте. Для физлиц кредиты в национальной валюте стоили еще дешевле – 11%. А деньги в банк можно положить под 12,7%. То есть банки работали себе в минус. Банковская система Беларуси не выдержит долго работать в таком режиме. Люди не хотят нести деньги в банк, а внешние источники перекрыты из-за санкций. Кроме того, многие банки из тех, кто наделен правом создавать бесплатные базовые счета, сейчас ощущают давление санкций. Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета Беларусьбанка, Белагропромбанка, Добробыта. Банкам нужны деньги. И чтобы система не легла, правительство решило привлечь деньги в первую очередь с тех, кого проще всего вынудить. Социально незащищенные слои населения, те, кто получает социальные пособия, пенсии и стипендии. Для многих этих людей их пособия и пенсии – единственный источник дохода. Они будут вынуждены открыть себе базовые счета, иначе не могут оказаться на грани голода. Если этого не хватит, внесут поправки в указ, заставят всех рабочих открыть базовые счета. Еще одна причина, почему приняли этот указ, это тотальный контроль за вашими финансами. Указом предусмотрено создание автоматизированной системы учета базовых счетов, собственником которой является Национальный банк. Все банки, в которых будут созданы базовые счета, будут обязаны предоставлять в автоматизированную систему информацию, абсолютно любую информацию, которую потребует собственник системы, то есть Нацбанк. И это не будет являться нарушением банковской тайны. И делается это все без согласия владельца счета. То есть Нацбанк сможет отследить и посчитать все ваши расходы и сопоставить с доходами. А потом пенсионеры и в последующем все работающие люди станут мишенью для налоговой. Получается, что на фоне абсолютного недоверия населения к белорусской банковской системе, оттока валюты из банков, невозможности получения ее из-за границы от внешних партнеров, Лукашенко совместно с Нацбанком придумывают схему тотального контроля за финансами граждан с целью пополнения пассивов банковской системы, а также с целью пополнения государственного бюджета путем выискивания причин для последующего привлечения к ответственности граждан в виде дополнительного налогообложения или штрафов. В качестве первых жертв они выбрали себе социально незащищенную часть населения – пенсионеров и людей, получающих социальные пособия, тем, кто не может противостоять режиму. Дальше они возьмутся за доходы рабочих государственных предприятий. И возьмутся за всех – за бизнесменов, за врачей, учителей, за всех, с кого есть шанс выбить хоть немного денег. В данный момент в Беларуси у власти находятся бандиты, которые сначала потратили миллионы из наших налогов, чтобы избивать белорусов на улицах собственных городов, а теперь они потратят миллионы на создание автоматизированной системы слежения за вашими доходами и расходами. Никакой пользы для гражданского общества, обман и нарушение всех прав человека на приватную жизнь. Друзья, ну а если вы хотите, чтобы я и наша команда раскрыли интересные для вас темы, вы можете написать мне в Instagram. Вы его видите сейчас на экране.
Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Это помогает нашему каналу расти, чтобы больше людей узнало о реальном положении дел в нашей стране.